Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале. Сегодня мы с вами будем сравнивать две очень похожие игры. Игру Toca Life World и Miga World. Кстати, на свой канал я тоже раньше снимала Мигу. Я не знаю, почему я не делаю этого сейчас. Но, по крайней мере, все мы знаем то, что Мига — это плагиат Токи. По крайней мере, на это указывают все факторы. Некоторые думают, что эти игры от одного разработчика, но это неправда, потому что у этих игр разные разработчики. И плюс Тока вышла на год раньше. Но даже несмотря на то, что игры похожи, у них есть отличия, которые мы в этом видео сравним. Ну, понятное дело, что игры лучше или хуже нет, потому что игры по-своему хороши, и каждый сам решает, во что играть. Но все же будет интересно посмотреть на их плюсы и минусы и узнать, в чем же они похожи, а в чем очень отличаются. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной, но мы начинаем. Давайте посмотрим, как выглядит начало, и начнем с игры Toca Life World. Здесь мы можем увидеть планету, которую можно крутить, кнопку «Начать игру», магазинчик, новости Toca Life Mix, ну и остальные кнопки. Если мы начнем игру, то планета у нас будет еще ближе, и мы сможем рассмотреть каждый домик. Локации делятся на разные города, и мы можем в них зайти, ну это понятно. Также тут есть креатор персонажа и креатор домов. Если вы только скачаете игру, у вас будет всего лишь один город бесплатный, и это очень даже плюс, здесь достаточно много локаций и есть во что поиграть. А если вы захотите купить себе какую-нибудь локацию, то сможете посмотреть ее только в магазине. И здесь можно найти всю информацию об этой локации, которую вы хотите купить. Давайте теперь посмотрим игру Miga World. Здесь немного скучная заставка, просто большие человечки и кнопка «Начать игру». Мир довольно большой и локаций очень много. Первое, что очень бросается в глаза, это то, что здесь много мелких деталей. Из-за этого не всегда понятно, где просто декорация, а где действительно локация. А еще при заходе в локацию нет никаких анимаций и непонятно вообще, куда ты зашел. Бесплатные локации в игре тоже есть, они цветные, а серые — это платные локации. Но плюс в том, что, например, если вы хотите купить какую-нибудь локацию, вы можете зайти в нее и посмотреть, узнать, какие тут персонажи и предметы, и потом уже решить, покупать эту локацию или нет. Мне кажется, что это очень удобно. Как я уже говорила, в Токе есть креатор домов. Это одно из лучших, что добавляли в Току. Не хочешь жить уже в созданном доме, создавай свой. Дома на любой вкус и мебель в разной тематике. Просто создавай не хочу. Мне кажется, Тока в этом выигрывает на все 100 баллов. Ну и, конечно, креатор персонажа, где можно создать абсолютно кого захочешь, начиная от возраста, заканчивая какими-нибудь веснушками, родинками и так далее. В Miga World, к сожалению, нет ни креаторы домов, ни креаторы персонажей. Но тут есть очень много салонов красоты. К сожалению, они все платные, но тем не менее в них можно поменять уже созданным персонажем прическу, цвет волос или даже лицо. Но в Токе есть то же самое, кроме лица, и в принципе я не вижу никакой разницы. Ну и наконец, давайте уже поговорим про самих персонажей. В Миге они выглядят как куклы. Точнее, это и есть куклы. Они, смотрите, как будто не живые, и у них есть шарниры, чтобы их руки и ноги двигались. Может быть, эти персонажи кому-то нравятся, но, если честно, мне они не особо симпатизируют. Мне кажется, что в Токе все равно персонажи намного лучше. Но я думаю, в Токе вы знаете, как выглядят персонажи. Мне кажется, что они все равно намного милее, чем в Миге. И, кстати, здесь также помимо персонажей есть разные монстрики. Но несмотря на то, что в Миге нет креатора персонажей, Мига может похвастаться своим разнообразием одежды. А именно то, что каждая часть одежды здесь раздельна. То есть из одного комплекта вы можете взять ботиночки красивые, потом отдельно взять штаны и отдельно взять кофту. То есть вы сами можете создавать свои наряды с помощью разных частей одежды. Мне кажется, что это очень круто. В Току, конечно, навряд ли такое добавят, потому что это очень сложно. Каждый элемент одежды здесь вместе. Если вы наденете эту толстовку, то с ней обязательно должны быть такие кроссовки, и вы их никак не разделите. Но зато одежда здесь очень симпатичная и модная. Насчет панелек в Токе есть эмоции. Их очень много, целых 2 раздела, и они все очень ярко выражены, то есть сразу понятно, что вот это грусть, а вот это радость. Вторая панелька, чтобы вытаскивать персонажей. Здесь собраны все персонажи из Токи, из всех локаций, которые у вас есть, и они разделены по категориям. Это очень удобно. Также недавно добавили функцию, чтобы прямо из локаций можно было создавать персонажей. Первая панелька в Миге — это точно так же эмоции. Их добавили через несколько месяцев после того, как эмоции появились в Токе, поэтому здесь все понятно. Эмоций много, они все прямо точь-в-точь, как в Токе. Конечно, есть какие-то другие эмоции, но все же плагиат очень виден. Ну и вторая панелька с персонажами, их также можно достать и затолкать обратно. Персонажи никак не разделены, и все они просто собраны в кучку. Локации. В Токе они очень красочные, очень детализованные и с каждым разом становятся все лучше и лучше. С многими предметами можно взаимодействовать, взять их в руки, как-то использовать. И в основном в локациях делают очень много предметов и мало мебели. И если зайти к кому-нибудь домой, то в каждом ящике обязательно будет что-то лежать. И в Миге, мне кажется, тоже очень красочные локации, которые стоят внимания. Сначала кажется, что здесь предметов намного больше, чем в Токе, но на самом деле они одинаковые. Просто здесь много мелких деталей.
Но есть и такие локации, как почта. Просто посмотрите, как много здесь предметов. И причем эта локация бесплатная. Из-за этого локация выглядит интереснее, хочется здесь остаться просто надолго и рассмотреть каждую вещичку. А еще представляете, здесь есть автомобили, которые можно забрать себе домой. То есть в Токио в принципе нет автомобилей, а здесь их можно перетаскивать между локациями. Мне кажется, это просто гениально. И я надеюсь, что в Токио мы тоже когда-нибудь сможем перетаскивать хотя бы велосипеды. Еще в Миге можно брать мебель в руки. Так как здесь нет креатора домов, здесь есть отдельный магазин с мебелью, где вы можете забрать в руки, например, стол или кресло, или диван. В руках, не в коробке. Мне кажется, что в Токио самое большое, что мы можем взять в руки, это стул на колесиках или какое-нибудь растение. Но то, чем Току точно не заменить, это то, что здесь есть просто огромное множество секреток. Начиная от просто в магазине спрятанных денег за едой, заканчивая огромными секретными комнатами. Больница сама по себе и так огромная локация, так здесь еще есть огромная секретная комната. Это я еще не начинала говорить про крампетов, которых можно самим создать или найти по всему миру. В общем, в Токио только на одной локации можно насчитать больше 5 секреток. Ну а в Миге либо я еще плохо знаю эту игру, но здесь я, по крайней мере, не нашла даже спрятанных денег. Кстати, я здесь вообще деньги не нашла. В общем, сколько бы я ни ходила по локациям, ни одной секретки я все еще не нашла. А даже если они есть, то точно не настолько огромные, как в Токио. Ну и последнее, что хочу сказать, это предметы. В Миге всем можно пользоваться, всеми предметами. Например, во многих играх, похожих на Току, расческа это просто расческа, а здесь ей действительно можно расчесываться. А еще хочу сказать, что в Миге бывают настолько мелкие предметы, что если вы играете с маленького телефона, то я очень вам сожалею, потому что такие AirPods вы вообще навряд ли достанете. Ну и в Токе, конечно, тоже можно все использовать, всем пользоваться и даже намного больше. Например, в Токе можно соединять еду. Здесь есть очень много рецептов. И это только малая часть взаимодействия с предметами. В Миге такого точно нет, там вся еда уже готовая. А маленькие предметы, которые невозможно взять, таких в Токе почти нет. Точнее, они есть, но они не настолько мелкие. Что ж, ребят, ну а на этом все. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Пишите свое мнение в комментариях, какая игра все-таки для вас лучше. Мне кажется, что несмотря на все плюсы игры Miga World, Toca Life World будет самая лучшая игра среди подобных. Но я думаю, что Мига тоже стоит внимания, и мне нужно лучше в нее поиграть, лучше узнать эту игру. Я думаю, что она понравится мне намного больше. Если вдруг вы не можете скачать Току или вам уже надоело в нее играть, то вы можете поиграть в Miga World. Мне кажется, это лучшая альтернатива. Ну а на этом все. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Кстати, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, так как вы знаете, что сейчас происходит, и я очень боюсь потерять с вами связь, поэтому прошу подписаться на мой телеграм-канал. Я пока не знаю, что туда буду выкладывать, но все же. Спасибо большое за просмотр, всех люблю и всем пока-пока!